Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони, зустріч зі сталкерами, легендарну антенну Дуга, Волхів та 5-й енергоблок. Сьогодні ми пройдемо ставком-охолоджувачем до річки Прип'ять. Ну что, вернулись мы с энергоблока из градирни. Сейчас находимся в сталкерской комнате в экспериментальной лаборатории рыб. Готовим себе кушать. Сегодня у меня, наверное, будет гречка. Парни отдыхают. Вот так вот все это дело выглядит. Прям безобразие. Все из рюкзака почти выпотрошил. И сейчас покажу вам окрестности этой локации. Значить, напомню, це експериментальна лабораторія риб. Є на острові одне місце, яке сховане від посторонніх очей. Це експериментальна лабораторія риб, і, скоріше за все, вона з'явилась тут після аварії на ЧАЕС. Тут досліджували вплив радіації на рибу, а також, скоріше за все, досліджували ґрунт. Будівля доволі непримітна та схована у густих зарослях. Але всередині доволі чисто та затишно, за мірками Чорнобильської зони відчуження. Власне, це місце люблять сталкери, які приходять подивитись на недобудований реактор. А також легальні туристи, вони приходять в це приміщення заради законсервованих ембріонів. Це така собі фотозона в одній із локацій Чорнобиля. Вот это то ли был кабинет, то ли комната заведующего документами. В общем, тут много книг. Система ведення. Ага, это на українському. Система ведення землеробства і тваринництва в господарствах Чорнобильського району Київської області. Вау. Короче, в понеділок вже буде безпорядок. Планы работы отдела. Припять, Маяк. Тематический план на 91-92 год по созданию комплекса. Научно-технический центр распоряжения от 6 мая 92 года, город Чернобыль, номер 15. Проведенный в апреле месяце анализ планово-отчетной документации показал месячные платы. Месячные планы работ ОРЖ и НИО не имеют достаточно конкретизации видов работ, объема планирующих трудозатрат. В общем, кому интересно, ставим на паузу и читаем. Всякие приложения незаполненные. Удивляет, что это не украли до сих пор. Все, пускай так и стоит. Значит, вот это коридор 2-го этажа экспериментальной лаборатории рыб. Предлагаю пройтись по помещениям и посмотреть, как все это дело выглядит. Кстати, что хотелось бы сказать, на третьей очереди сохранность в зданиях такая себе интересная. Тут намного больше всего сохранилось, нежели в Припяти. Наверное, это связано с тем, что
Место не очень сильно забаяненное было первое время. Сюда мародеры не проникали, так как вот это предприятие долго здесь действовало. Да и сейчас у нас вот тут вот в стороне градирни площадка товарно-материальных ценностей. И была еще одна площадка, которая сейчас заброшена. Но состояние здесь намного лучше, чем даже в Припяти, чем в той же Припяти. Тут еще одна комната. Здесь находится диван, возможно, помещение отдыха. Не знаю, как это правильно назвать. Да и понятнее всего будет, наверное, тем, кто здесь только работал. На это не обращайте внимания, здесь я сушу берцы на солнце. В этой стороне больше дострой, кстати, ящик. Вверх не открывать, вверх не бросать, поддон. Ну и вот такая вот комната, где лютый дострой. Здесь имеется выход на чердак, но, кстати, лестница уже в таком состоянии, что туда и не вылезти. Что ж, спускаемся на первый этаж. Хочу вам показать кое-что интересное. И вот, внимание, детский противогаз вместе с фильтрами. Щитовая уже выпотрошена. А вот и, собственно, то, что я вам хотел показать на первом этаже. Это стенд с рыбами, как я понимаю, их порода. И если пройтись вот сюда, в комнату, то мы увидим лабораторию рыб, точнее образцы. Вот, к вашему вниманию, мумифицированная рыба. Кстати, вот это вот еще малек. Это, получается, были эмбрионы, и их вот так вот законсервировали. И они здесь на протяжении уже, наверное, 20 лет валяются в пробирке. Помещение раздостроено, и в нем валяется очень много бутылок из-под водки, ну прям очень много. Наверное, те, кто здесь работали, много пили. Реактив на хлориде. Получается, это вся рыба законсервирована в каких-то реагентах. Ну и здесь уже современное граффити, типа пульт управления 4-м энергоблоком и оператор с водкой. В этом помещении дестрой и много мусора. Кстати, есть трубки от противогаза.
крышка от кастрюли, ну и всякие запчасти и вещи. Комната для хранения, наверное, либо служебных вещей, либо какого-то инвентаря. Кстати, вот тут вот какой-то калий или еще какое-то вещество и пробирки лежат. Вот это, насколько я понимаю, пробы Чернобыльской земли. И причем еще старой земли с 86 года. Я вот сейчас предлагаю замерить радиационный фон по бете и гамме от вот этой вот экспериментальной земли. Итак, подносим. Ну, вот это фонит 120 микрорентген примерно. — 600 микрорентген в час. Вот такая вот веселая почва на третьей очереди строительства Чернобыльской атомной электростанции. А в основном в помещении около 30 микрорентген в час. Вот оно так и будет падать до того момента, пока не успокоится. Кстати, фонит все это дело по бете, так как с крышкой фильтра максимум показывает 40 микрорентген в час. Такие вот дела. В Чернобыльской зоне отчуждения много таких артефактов, и на самом-то деле несут они полноценную угрозу здоровью и жизни. В еще одном помещении возле входа заметил вот такую вот комнату с диваном. Но, кстати, на диване ночевать уже невозможно, он гниет. И есть вот такая вот газовая плита. Лысьва. Разумеется, самое ценное — медь — вытащили. Оставили только металлическое основание. В Чернобыле охотникам за цветными металлами, в принципе, было интересно выдирать именно алюминий всякий, конечно, в меньшем количестве. Ну и в большем, конечно же, медь. Меди по зоне покрали практически все. Вот эта вот комната довольно-таки ядовито-зеленого цвета. Насколько я понимаю, абсолютно пуста. Костры в зоне жечь нельзя,
Особенно, когда мы говорим о третьей очереди строительства Чернобыльской атомной. Давайте проверим, сколько фонит такой костер. На самом-то деле больше не реагирует. То есть дрова тут практически чистые. Возможно, жгли древесину прямиком из помещения. Выходим с третьей очереди Чернобыльской атомной электростанции. Вот, кстати, остатки от предохладителя, то есть еще водоем есть. Но когда-то берег был аж вот посюда. То есть настолько он уже омелел аж до туда. Дорога, я думал, будет хуже. Бля, и можно туда пойти? Чекай. Ребят, свежо, словно на пруду у бабушки. Мы вышли с территории третьей очереди, движемся по косе, которая разделяет прутохладитель на две части. Получается, из градирни горячая вода должна была поступать в эту сторону. Потом она циркулирует в ту сторону до города Чернобыль, 12 километров отсюда, разворачивается. И вот тут должна была быть холодная вода. Эта коса как раз и служит разделением горячей воды от холодной. Раньше, я так понимаю, даже во время весенних паводков уровень воды мог, наверное, и притапливать эту дорогу. Ставок-охолоджувач Чорнобильської АЕС – це штучна водойма, яка виконувала функцію охолодження води з атомної станції. Його розміри дійсно вражають. Довжина ставка майже 11 кілометрів, а в ширину він в середньому біля 2 кілометрів. На жаль, сучасний стан ставка вкрай поганий. Воду сюди уже не качають, і ставок поступово висихає. Зараз у ньому просто нема потреби, адже Чорнобильська атомна електростанція вже давно не генерує електроенергію. Приблизно до 2013 року рівень води тут підтримували, аби не допустити підняття радіонуклідів з молу дна ставка. Зараз водойма добре заросла, і вся радіоактивна пилюка давно утримується корінням молодих дерев. До того, як ставок омілів, його без перебільшень можна було б назвати Чорнобильським морем. Ми обрали маршрут до Прип'яті через ставок-охолоджувач саме через наше нелегальне становище. Нелегалами пересуватись дорогами зони бажано вночі. А тут, на мою думку, ніхто б нас не мав побачити. Звісно, такий шлях набагато довший, але я вмотивував хлопців піти до річки Прип'ять, бо в ставку купатись чогось було страшно. На одному з привалів я дістав камеру і почав знімати околиці, поки Руфс шукав колонку. Коментарі тут були недоречні, тому я просто мовчав. Значит, ты достанешь, что ли? Окей, достану, делаю. Голосно не врубай. Думаешь, що це буде? Та. Да, вода передає охуєнний звук.
А, так у нас в Буковому. Ты ебан? Тебе погонив. Друзья, находимся сейчас на разделяющей косе пруда охладителя Чернобыльской атомной электростанции. И здесь, на повороте на этой косе, нашли вот такую вот куртку. Идем, и тут стоит что-то типа прицепа. Как я понимаю, либо егеря, либо лесники здесь ночевали и жили. То есть такая вот бытовка. Прям вся дорога була. І напевно, все поздів видно. Вот, кстати, это самая разделяющая коса, и по ней нам 1,2 километра надо идти. Никогда не думал, что пойду прудом-охладителем. Не, ну забавно найти вот такую вот штуку посреди пруда. Заебись, ні? Галік згорів, яке заєбісь. Та я про контейнери, про вонючку. Скільки тебе пляж води в рюкзаку? 0. Смотрите, здесь заготовлены дрова, куча батареек, Да. Дві бутилки води? Да. Була ж одна нахуй. Ну, тепер що? каремат, камуфляж. Сосиски в криші, на криші пригать. Єбані долбойов. В общем, такая интересная бытовка, ребят. Я б на реакторі пожарив. Моему пробовал раз, говорит, что у меня. Тебе є, як тебе є пісні там, де, блядь? Тут же я вперше побачив лебедів в озоні. Підпиши, спробуй. А? Може, я сказав йому, що хай відос не пізнати, Дуже пиздато, кстати. Тут і так же багато людей бувало. Напевно. Після шляху в 11 кілометрів по сильній спеці ідеальним місцем для нас стала річка Прип'ять. Тут ми покупались та влаштували довгий привал. Прип'ять – одна з найбільших річок в Україні, яка починається десь на Волині, ще маленьким притоком, потім вона тече через Білорусь, там вона розширюється і повертається в Україну ось такою широкою річкою, яку можна співставити навіть з Дніпром. До речі, радіації у Прип'яті нема, як і в більшості водойм зони. Вода у річці постійно в русі, тому застоятись на місці радіонукліди не могли. До того ж, під час ліквідації аварії на атомній станції ґрунтові води поблизу реактора
перекрили свердловинами, які засипали глину. Тому через 35 років після аварії на Чорнобильській АЕС у річці Прип'ять можна сміливо купатись. Давай, чувак, запрыгивай. Окей. 3, 2. Один, я тебе сейчас так Не вхлюпаю. надо. А я з камерою. Блядь, я хотів тільки пригнути підок, блядь. Давай! Та не надо, блядь, дайте пригну. Давай пригай. Та йди нахуй, Ваня, я щас реально не буду пригнути, блядь. Да, от тут не можемо знайти компроміс. І вообще похуй на любе паліво. О, нормально. І все. І чітко. А як називається цей мост? Диви, як мене уносить, парні. Стоп, а ти ще в ту сторону? Іде, да? Що? Ти ще в ту сторону? Да. Друзья, речка Припять — это что-то неимоверное. Ти перший раз копаєш тут? Третий. Это нужно попробовать самому. Она такая прохладная. Вау. Посмотрите, какие ракушки тут на берегу можно найти. Правда, внутри ничего нет. Но все равно прикольно. Наверное, многих интересует вопрос, можно ли купаться в этой реке. Ну, я отвечу, что да, потому что за 30 с чем-то лет радионуклиды все осели в Виле. Есть возможность, конечно, их черпнуть, когда ты залазишь в реку, но вот когда уже плывешь, то все вполне себе ок. Кстати, вот посмотрите, какая она сейчас желтая. Но в зимнее время эта река очень чистая. Ребят, для сравнения, нефильтрованная вода и фильтрованная. Вот такие вот дела. Фильтры в походы нужно носить обязательно. Ну будет охуєнно, чел. Тільки треба різко пригати. Точно нема пиявок? Там нема. Что ж, попрощался на сегодня с ребятами. Они пошли в сторону Припяти. Мой путь лежит на левый берег, в деревню Замовище. В общем, до туда 3,5 километра. Мне сейчас предстоит туда добраться. На крайний случай запасся водой, потому что там с этим проблемы, нужно искать колодцы. Поэтому 4 литра воды, я думаю, мне вполне хватит на сегодняшние сутки. ЧАЭС показалась на горизонте. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!
какое-то здание, словно ремонтный гараж.